4, 3, 2, 1, 0. Сегодня хорошие новости, да, у нас там разрешили репетиции. Как, уже планируете? Ну, есть некоторые, да, Есть, да? То есть уже мысли по поводу того, что надо начинать репетиции акустики и в середине июля ее записать, застримить, и, в общем, вот это все и выпустить. Хочу заставить музыкантов играть на необычных для них инструментах, ну, профильных, ну, типа там перкуссия, контрабас. Не знаю, что из этого выйдет. Посмотрим, надо собираться и смотреть уже на шкалу их энтузиазма. Понятно. Вот ты говорила, что акустик ты давно, так сказать, да, задумывала? Ненавижу акустику, но просто жизнь, она, да, презираю просто. Я вот, да, вот очень был удивлен. Толкает к этому. Во-первых, наверное, накопил все-таки 4 альбома, это такой багаж, который уже можно как-то разукрашивать новыми красками. И, ну, как-то для меня это достаточно гармонично, на самом деле, в данный момент происходит. Вот. Ты уже все переаранжировала, да? То есть или еще какие-то есть, там будут какие-то работы? Не-не, мы будем собираться. Все заново, то, что да? мы выпускали это карантинные видео с Серегой, да, мы же там вдвоем, соответственно. Ну да, без кахона. Серега делает упор полный на инструментал, на себя, чтобы песня как-то узнавалась и звучала в таком составе. Когда состав расширится, естественно, это надо будет пересматривать. Вот. Я думаю, что да, что-то изменится. Понятно. А на перкуссию кого возьмете? Секрет? Не, ну Сашку. Сашку, да? А Сашка, он снова дружит с кахоном? Он же вроде не дружил. Ну, я с ним поговорила недавно. Вот. Он не высказал полного презрения, что меня вот удивило. Вот, я найду ему кахон на днях, отвезу. Скажу, что вот твой новый друг, привыкай. Да, это будет любопытно вообще, да. Он вообще никогда каходом не пользовался? Или... Ну, в серьезном плане, видимо, нет. По-моему, он... Я забыла, что он говорил на этот счет. По-моему, он его щупал как-то, чесал за ушком. Нет, надо. Прям плотных отношений у них не было, да. Слушай, но барабанщик, он тем более... Он не просто барабанщик, он метал-барабанщик. Это совершенно как бы другая планета. В общем, да, я думаю, что в любом случае это будет грувно, вкусно, музыкально, как у Саши всегда. Да, немножко отойдем, сказать, от формации к слот. Вы выпускаете альбом, да, вот новый, точнее, уже фактически вы его объявили, то есть он уже, наверное, сказать, у издателя, да? Ну, естественно, да. На iTunes такая система, что там нельзя что-то объявить, не залив. Да, понятно. К сожалению. Да. Вопрос такой, каким образом вы, скажем, выбирали треки под этот альбом? То есть я немножко так посмотрел. Путем мозгового штурма начали-то мы вообще начали на Марс, и не помню почему. Возможно, с поползновениями Илона Маска это произошло, я уже не помню, в чем логика. Но вообще было желание древние треки приблизить к тому звучанию, которое у нас сейчас присутствует на концертах, потому что мне, честно говоря, ну, я плохо помню, как студийка конкретно звучит. Я, естественно, это очень древние вещи. Да, к концертному это все там вбито в сердце, в зубы, в голову. И для меня это, мне кажется, что вообще никакой разницы нет. Но, наверное, для людей это что-то свежее и новое. И подумала, ну почему, окей, пусть так и будет. Не знаю, почему в этом всем списке на Марсе я вот высказала определенную теорию. Странно, да. А все остальные треки там поэтому... И вот только «Бой» и «Вселенная». «Бой» мы решили, что вот такой версии, она же там бонусом идет. Ее, наверное, никто не слышал. В сингле была, да, по-моему, да? Или EP там была, да. Да, вот. И мы подумали, что ее никто не слышал наверняка толком, так как это бонус. А тут еще тем более видеоформат. Вот, решили в таком ключе вкинуть. А «Вселенная»... Ну, во-первых, у нас вот скоро выйдет на нее клип. Я думаю, это уже не секрет, да? Ну, уже, да, многие уже это самое об этом заикнулись. И поэтому вот мы решили ее в таком вот виде еще подкинуть. Подкинуть бензинчиков в костер в таком виде. Следующий вопрос по вот этому же альбому. Значит, у вас там, значит, есть один очень интересный фит для меня, да? Каким образом Люся-то у вас там оказалась? Рассказывай. Я сегодня только думала, Люсю-то вписали? Хорошо. Вписали. Значит, вписали.
Но так как у нас там живаго вообще полная, да, все партии вот в оффлайн эфире, но тем не менее они все исполняются вживую, плюс клавишные там и все такое. И скрипку пускать плейбеком, ну вообще максимально тупо. То есть Люся там со скрипкой, да, а не с бэками? Со скрипкой, со скрипкой. Она просто очень много записывается, и в скрипку, и бэки какие-то, поэтому, сказать, я даже немножко неожиданно был. У нас по бэкам он просто целый хор. Ну да. Не так уже, как бы, да, поэтому, а скрипача у нас нет. Ну да. Поэтому Люся. Люся классная, мы с ней с соседних планет. График, если какой-то, конечно, устроила, но я думаю, что на самом деле в этом всем есть приличная доля лени. В этом никто, может быть, не признается, но все равно она есть. Как бы все время размазалось, как такой блин, он растекся по поверхности, он медленно там что-то шкварчит, подгорает. Мне кажется, что это тоже момент, когда все замедлилось, люди выпали все равно из своих четких графиков. И я думаю, что элемент лени и разбазаривания времени тоже есть. Не, ну вообще, смотри, даже запись как бы карантинных версий, это же надо, на каждую надо, в принципе, потратить, ну рабочий день точно, потому что пока ты это все выставишь, пока ты там, там поешь, разочек хотя бы, да, пару раз поешь, отстроишься, потом поставишь этот сраный кадр, который, вроде норм, потом споешь, понимаешь, что ты где-то накосячил. Или ты, простоял целый там припев с закрытыми глазами. Это тупо выглядит вообще. Вот, надо все переписывать. Короче, на это тоже нормально тратится времени. Вот. Плюс там я еще там легкий тренинг английского себе устроила. А твой английский, он все-таки будет просто для себя, или ты что-то хочешь сделать на английском? Я не знаю пока. Я пока трачу время и свои энергетические ресурсы на это. Посмотрим. Ты с носителем занимаешься? А? С носителем занимаешься языка? Нет, пока не с носителем. Не с носителем, да? Пока. Но фильмы еще... Придумать антоним. Придумай антоним. А? Ты фильмы пока не смотришь, да, вот на языке, чтобы понимать? Фильмы не смотришь? Смотрю, да? С субтитрами. А, субтитрами, да? Субтитрами английскими с русскими переключать. Это очень, кстати, вот помогает как бы вот понять, вот что там, как бы, да, для разговорной речи. Да, помогает, но надо еще все это запихать в свою голову, которая, в принципе, привыкла работать в другом ключе. Это да. Да, про фестивали. То есть все плохо, да, с твоей точки зрения? Какие, сказать, новости? Ну, я думаю, что, конечно же, фестивалей этим летом не будет. Одна, естественно, главная причина – это карантин, пандемия и вот это все. Вторая причина – даже если все подразрешат, но как бы я думаю, что… Я, конечно, оптимист, я вот по себе. Я бы рванула на любой фестиваль, в Липецк, насрать. Байкфест, там, на группу, да. Пофигу, прям вообще бью копытом, поехала бы. Но я думаю, что не все такие, как я, безумные. И, думаю, многие ссат. Ты думаешь, просто народ не соберется туда? Да? Я думаю, что да, он не соберется. Бабки еще, бабки. Важная проблема еще в этом всем бабки. Я вот слушал интервью, значит, вашего директора, да, Антона. Он, значит, сказал, что вроде бы Прибалтика открывается, да? Ты так улыбаешься, как будто это самое, ты не веришь в это. Прибалтика открылась, у меня там друг живет, Вася Феофанов, в общем. Он сказал, что там магазины тут все вообще открыты еще месяца 2 назад. Нет, именно про концерты шла речь, про фестивали концерты. То есть там какое-то ограничение по количеству людей только. Ну вот у Нуки перенесенные концерты там пока стоят. Посмотрим. То есть ты на это надеешься, да, что в сентябре вы туда поедете? На сентябрь перенесено, да? То есть, по-моему, да, так. Я пестую надежду и со всех сил. Ты надеешься, да? А вот ваш фестиваль в Румынии, который как бы вот вы должны были ехать. Новости? Какие новости? Тоже новостей нету. Видишь, сейчас все до последнего тянут отмены и вообще какие-то новости. Видимо, из экономической точки зрения, чтобы побольше
денег оставался в Вале. Ты работаешь, кроме как бы вот, своих двух групп, ты еще работаешь в анимационной индустрии. Как там дела вообще? Ты там чувствуешь что-то там, что там происходит? Ну, там, как и везде, наверное, замедлилось. Ну, то есть нет там... Какое-то время назад я еще размышляла, нахрена люди ходят в офис? Зачем? 21 век, все можно как бы делать из дома. Оказывается, что все-таки контроль осуществляется очень вяло в этом ключе. И наше общество еще не готово к продуктивной работе. Там все происходит, но очень медленно. Я просто сама наблюдала, недавно была, стоят все эти компьютеры, и на них мышки, там что-то шевелят, рисуют этих персонажей, то есть процесс идет, да. Ну, да, темп сбавился, конечно. Это, наверное, странно зрелище, когда, сказать, ты заходишь в офис, сказать, да, мышки двигаются, народа никого нету, да? Да, это забавно, круто. Да. Да, кстати, насчет американских движений, что ты думаешь? Слушай, ну это... Ну, конечно, впечатляет, как страна вспыхнула просто от маленькой искры, просто одновременно везде. Ну да. У нас так просто фантастика, да, у нас такого не будет еще 2000 почему? лет. У нас похожие вещи же были же. Но они, правда, связаны... Была вот история с журналистом, да, которому наркоту подбросили. По-моему, ну, не в таком масштабе, но что-то же было. Да, ну тут как бы такое... комьюнити профессиональное подорвалось. Да. Там вот. Я имею в виду прям вот такие разносы, когда полицейские тачки жгут. Ну, понятно, там и... У нас вот культурненько вышли, да, на одиночные пикетики. А там просто разнос. Да, насчет прапоров Конституции, что ты думаешь? Потрясающие по силе эмоции и вообще... вот вызывает, все переворачивается внутри, как любое потрясающее искусство, вот этот видеоролик про Конституцию. Ну, я, честно говоря, не смотрел. Я не смотрел. Не смотрел? Вот посмотри. Все переворачивается внутри настолько сильно, я без шуток. И причем целая гамма эмоций. От смеха просто до колик, до ужаса и до вот полного опустошения внутри. Это настолько вот... Можно поаплодировать режиссеру. Ну, не зря, видимо, он свой хлеб кушает, да. В общем, сразу же хочется пойти проголосовать за гей-браки, за легализацию всех наркотиков, за эвтаназию, за право на самоубийство, просто, сука, за все, за то, чтобы сжечь церкви. Все, горите все в аду.